Всем привет, с вами Светлана. Если вас интересует жизнь в Болгарии и вы решили приехать сюда на ПМЖ, учебу, работу, то возникает вопрос, сколько стоит жизнь в Болгарии? В этом видео я вам покажу на личном опыте, сколько мы тратим в месяц, живя в городе Варна, и покажу, как можно сэкономить. Самая главная часть бюджета – это аренда жилья, если, конечно, у вас нет своего собственного. В стоимость аренды жилья в Болгарии, как правило, входит лишь сама арендная плата за жилье. Электричество, водоснабжение, так называемая такса поддержки оплачивается отдельно. При долгосрочной аренде жилья договор заключается обычно на 1 год с автоматическим продлением. При заключении договора помимо арендной платы дополнительно вносят депозит в размере месячной оплаты за жилье. При использовании услуг риэлтора дополнительно придется доплатить, например, 50% к месячной арендной плате, если это в Варне, или 100%, если это в Софии. Таким образом, если аренда квартиры условно стоит 300 евро за 1 месяц, вам надо будет сразу заплатить 750-900 евро, в зависимости от города. Цены за аренду квартир очень сильно варьируются от города и от местоположения в самом городе. Например, в Варне цена за аренду однокомнатной квартиры начинается от 125 евро. Хотя может попасться и вариант с 90 евро. За аренду двухкомнатной цена начинается от 150 евро. В Софии за аренду однокомнатной квартиры цены стартуют от 200 евро. За двухкомнатную от 250 евро. Но это самые минимальные цены. На специализированных сайтах можно найти подходящие варианты жилья. Формирование цены за коммунальные платежи несколько отличается, как это принято в вашей стране. В Болгарии приятной новостью с точки зрения бюджета является то, что здесь практически отсутствует центральное отопление и, соответственно, отсутствует оплата за него. Отопление осуществляется, как правило, с помощью электричества. Это кондиционеры, конвекторы, обогреватели и тому подобное. Последний зимний месяц у нас на семью из 4 человек потребление электроэнергии составило почти 500 киловатт. Это около 50 евро. Это при том, что установлен двухтарифный счетчик день-ночь, энергоэкономные лампы. Но к увеличению электропотребления ведут бойлер, микроволновка, электрочайник, компьютер, возможное отопление квартиры электроприборами. Для экономии электричества можно включать бойлер только во время действия ночного тарифа. Если бойлер достаточного объема, то его должно хватить на весь день. В Болгарии продаются такие автоматические устройства для бойлеров, которые включают и выключают бойлер в зависимости от действия тарифа на электроэнергию. Цена в Болгарии за 1 киловатт днем 12 центов, ночью 7 центов. Цена за водоснабжение в Болгарии колеблется в зависимости от города. Например, в Варне цена за 1 кубометр составляет евро 65, в Софии евро 50, в Пловдиве евро 14. Самая дешевая цена в городе Сапарева Баня 49 центов. И самая дорогая цена в городе Разград евро 85. Еще в коммунальные услуги в Болгарии иногда входит так называемая такса поддержки. Туда входит обслуживание дома, лифта, если есть. Она очень сильно варьируется в зависимости от домоуправительной компании. Как правило, ее вообще нет, но у нас она составляет 8 евро в месяц. Итого все вместе получается 300 евро аренда средней двухкомнатной квартиры плюс электричество 300 киловатт. Плюс 15 евро вода, 10 кубов. Плюс 8 евро такса поддержки. Аренда плюс коммуналка 350 евро. Купить квартиру в Варне можно от 15 тысяч евро за однокомнатную, в Софии от 30 тысяч евро. Следующие значительные расходы, которые не избежать, это транспорт. Машина в Болгарии нужна особенно для людей, которые живут в маленьких городах или селах. Купить подержанный автомобиль в Болгарии можно очень недорого. Здесь нет растаможки. И, например, купить Citroën Renault 2010 года можно за 1500 евро и выше. Но не новый автомобиль, чаще ломается. И это дополнительные расходы. Автомобили из Германии, Италии, Швейцарии привозят специализированные фирмы на автовозах и частники. Еще есть вариант купить автомобиль там самому и поставить на учет в Болгарии, но выйдет он дешевле или дороже, зависит только от вас. Машина должна быть обязательно застрахована.
Сумма страховки зависит от страховой компании, возраста автомобиля, стажа водителя и так далее. Цена на годовую страховку начинается от 125 евро. Также нужно пройти платный обязательный техосмотр и платить годовой налог на автомобиль, размер которого зависит от объема двигателя. А для езды по дорогам вне населенных пунктов обязательно нужно купить виньетку. Выгоднее всего брать на год 50 евро. Также нужно учитывать, что проживая в центре большого города, возможны проблемы с парковкой. А платная парковка может стоить 25-50 евро в месяц. Цена на топливо в Болгарии сейчас около 1 евро за 1 литр бензина или дизтоплива. Но если жить в большом городе, на транспорте можно сэкономить, купив велосипед. В Варне, например, в последнее время построено много велодорожек по городу. По ценам на велосипеды они разные. Мы, например, купили в магазине Метро по акции за 130 евро. На OLX можно найти бэушный велосипед на любой вкус от 30 до 800 евро. Но иногда приходится использовать общественный транспорт. Цена билета на городском автобусе в Варне 50 центов. Если вы часто будете ездить на автобусе или троллейбусе, можно купить месячный абонемент. Цена месячного абонемента на все городские маршруты 69 евро. Месячный абонемент на один маршрут 23 евро. Для пенсионеров цена такого абонемента 18 евро. Для учащихся 11 евро. Автобусы ходят по расписанию, чаще всего оно соблюдается. На специальном сайте можно отслеживать в реальном времени движение автобусов по маршрутам. Если ездить каждый день на работу и назад, и взять месячный абонемент, получается 23 евро в месяц на одного человека. Без билета ездить не рекомендую, штраф 2,5 евро. Такси в пределах центральной части города стоит около 2 евро. Все такси оснащены таксометрами, водитель после поездки выдает кассовый чек. Если вы едете в компании 3-4 человека, то цена на такси соизмерима с ценой билетов на автобусе. И, наверное, одна из самых больших частей бюджета после аренды уходит на питание и товары для дома. Сейчас я вам покажу. Например, такая упаковка туалетной бумаги стоит 8 евро, которой должно хватить более чем на 1 месяц. Зубная паста, которую можно купить меньше евро. Гель для душа Nivea 2,5 евро. Шампуни для душа 2-4 евро. Средства для стирки 8 евро на 60 стирок. Должно хватить на несколько месяцев. Если есть домашние животные, то это дополнительные расходы. 38 центов стоит банка такого корма для собак. Сухой корм стоит евро 20. Консервы для кошек и сухой корм. Плюс к этим расходам идут средства для мытья, мочалки, тряпки, мусорные пакеты. Точно высчитать, сколько тратим на 1 месяц, невозможно. Приблизительно около 20 евро тратим на товары для дома. Цены на продукты питания. Картошка. Килограмм лука. Яйца. Литр молока 96 центов. Итого на продукты питания у нас на семью уходит 500 евро в месяц. Есть в Болгарии сеть продуктовых магазинов «Березка», где продаются товары как бы из бывшего СССР. Хотя если прочитать, на этикетках многих товаров указано производство в Германии. Еще одна статья расходов в Болгарии – это обязательно медицинская страховка. Какая она зависит от вашего официального статуса в Болгарии. Если у вас статус ВНЖ, тогда это будет страховка только от экстренных случаев, приобретается чаще всего на 1 год. Цены на эту страховку начинаются от 70 евро за год на одного человека. Цена зависит от фирмы страховщика и возраста. Если у вас есть статус ПМЖ или болгарское гражданство, тогда это обязательно страховка НЗОК, которая покрывает все основные медицинские услуги, даже стоматолога. Оплачивается ежемесячно, цена 13 евро на человека. Хорошая новость, что детям, если они учатся в школе, такую страховку оплачивает школа. Подходим к следующей статье расходов. Это связь, телевидение и интернет. У нас дома нет кабельного телевидения, но есть интернет. Мы платим 7,5 евро в месяц за 50 мегабит оптического интернета.
Небольшая подсказка. Если вы снимаете квартиру, то часто там уже есть интернет, и он включен в стоимость аренды квартиры. Если нет, тогда вам придется сделать заявку на подключение интернета провайдеру, и тут самое главное. Ищите такого интернет-провайдера, который подключит интернет без заключения договора, например, такой, как у нас провайдер Булсатком, во избежание проблем в дальнейшем. Цены на кабельное телевидение начинаются от 5 евро за самый минимальный пакет каналов, но смысла в нем почти нет, так как русскоязычных каналов в лучшем случае будет минимум. Но если для вас важно наличие телевидения, то лучшим вариантом это будет IP-телевидение. Итого домашний интернет и телевидение 10 евро. Что касается мобильной связи в Болгарии, она дороже, чем в вашей стране. Здесь очень популярны контракты с ежемесячной абонентской платой. Цены на контракт начинаются от 12 евро в месяц на человека. В случае просрочки ежемесячного платежа происходит отключение номера телефона в течение нескольких дней. Начисляются пеня и штрафы. Долг будет увеличиваться практически в геометрической прогрессии. Также частые случаи насчитывания крупных, просто фантастических сумм операторами мобильной связи. Это все прелести контракта. Разорвать контракт сложно, долго и дорого, но есть выход. Это предоплата, без контракта и без каких-либо обязательств с вашей стороны. Это экономичный и безопасный вариант. Вы покупаете сим-карту предплаченной связи. В нашем случае это оператор Теленор. Наши расходы за один телефон составляют 5 евро в месяц, куда входит 1 гигабайт интернета, 500 минут на звонки внутри оператора и 50 минут на звонки на все номера в границах ЕС. Неиспользованные минуты и мегабайты не сгорают, а прибавляются к новому месяцу, если вы пополните свой номер как бы внахлёст. Если чего-то недостаточно для вас, вы можете докупить за сравнительно низкую цену именно то, что вам необходимо. Если вы по какой-либо причине не будете пополнять свой номер, ваш номер продолжит работать и будет еще обслуживаться 1 год. При пополнении номера срок действия автоматически продлевается на 1 год. Единственное, я предупрежу, что такие сим-карты предоплаты настоящий дефицит. Их тяжело найти в салонах мобильной связи. Да и продавцы без особого энтузиазма их продают. Связь 20 евро на 4 номера телефона. Если вы посещаете фитнес-зал, добавьте еще 30 евро в месяц на человека. Ну что ж, если сложить все расходы, которые я перечислила, то получается такая вот сумма. Возможно, у кого-то получается тратить меньше, у кого-то больше. Все очень сильно зависит от расходов конкретного человека и семьи. Может, кто-то экономит на питании. Кстати, по поводу экономии на питании. В каждом сетевом магазине есть такие еженедельные буклеты, где выкладываются товары со скидкой. Вся эта информация дублируется в интернете, и таким образом действительно можно сэкономить до 20-30% семейного бюджета. Что характерно для Болгарии, что нет какого-то одного магазина с самыми низкими ценами или с полным ассортиментом товаров. В каком-то магазине есть одни товары, а в другом магазине другие. Например, мы скупляемся в разных магазинах. Что-то мы покупаем в одном магазине, что-то в другом. Потому что некоторые виды товаров или бренды продаются только в одной сети, а другие в другой. Это те расходы, которые мы тратим на семью из 4 человек на 1 месяц, живя в городе Варна. Конечно, это не все расходы. Я не учитывала походы в кафе, кино, школьные принадлежности, различные мелочи, расходы на одежду. Эти расходы я не буду учитывать, потому что это очень индивидуально. Но мы посчитали основные расходы для жизни в Болгарии. Я надеюсь, что эта информация была полезной и была интересна. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Было бы классно, если бы оставили свои комментарии, чтобы я смогла следующее видео сделать лучше. И желаю всем успехов!